Всем, друзья, огромные приветики. У меня сейчас время 1:30 дня, и я буду завтракать. Хочу показать, что у меня сегодня на завтрак. Люди обедают в это время, а у меня завтрак. Так, 3 яйца. Так, шпроты. Хочу баночку попробовать. Зеленушка. И еще холодец. А попить у меня будет такая вот кола, она без калорий, 0. Там сахара нету. Люблю зелень свежую. Так. Посолите есть. Свежий укроп очень вкусный. Так. Не получается у меня вовремя есть. Иногда чуть раньше, иногда чуть позже, но в принципе это после 11. Сейчас у меня еще есть холодец, я его тоже покажу. Я его поставила, немножко он подтаял. Поставила в морозилку, как остынет, а вернее как прихватится, и я обязательно покажу. Сейчас открою шпроты и попробую, какие они на качество. Я попросила купить, и мне взяли, я даже не спросила, в каком магазине купили. Ой, сложно открываются. Шпроты, копченые в масле. Это мне можно, потому что здесь белок и жир. Я бы сейчас, конечно, сварить бы картошечки, но нельзя. Так, все. Вот, так, вот такие вот шпроты, видите? Они плотные, вижу. Очень классные рецепты моря. Вы знаете, как-то покупала я в фикс-прайсе, и то ли в светофоре, это было ужасно. И они были как каша, разваренные, невкусные. А эти вот плотненькие. Видите, супер. Мне это можно. Все-таки хорошо сидеть на кето-диете. Понимаете, то, что нельзя, допустим, на других диетах, да, на кето это можно. Жирная рыба, жирное мясо, сливочное масло. Кто-то говорит, о, как это так можно. Ну вот можно, если исключить, вот как я это делаю, углеводы, вполне. И очень вкусно. Только тем, кто любит хлеб, вот я ела все с хлебом. Вот очень как бы сложно отвыкать именно от хлеба. Даже не от сладкого, именно от хлеба. Вкусненько. Если не думать о хлебе и картошке, чтобы с ней поесть, да, вполне. Сегодня у меня такой сытный завтрак, переходящий в обед, потому что это второй ужин у меня будет уже, наверное, часов 7, я так думаю. Часов 7 может быть. Вы знаете, самое, что сложное, вот именно вот этот период. Сейчас жарко, днем не хочется есть, а вечером, перед тем, как когда попрохладнее, уже хочется есть. И так получается, что опять-таки еда на ночь. Но вот это, наверное, нежелательно. Хорошо было бы поесть и прогуляться. В общем, рыбка супер зашла. Еще у меня есть холодец. Я его поставила в холодильник. Сейчас посмотрю, если он у меня уже немножко остыл, ну, как говорится, немножко прихватился,
Было жарко, немножко подтаяло, пока я шла с магазина. Он у меня покупной. Холодец. Вообще никогда не покупала. Варила его сама. Но так как сейчас очень жарко, и это невозможно стоять столько времени, варить холодец, я захотела купить. Но что-то он, посмотрите, здесь немножко вот мяса, остальное все. Сейчас попробую. Мне нравится, когда там чесночок, мне нравится, когда там перец. Здесь что-то этого не вижу. Не знаю, мне кажется, соли не хватает. Здесь холодцом не пахнет. Это, знаете, вот в тушенке бывает, вот это вот, как называется, ну вот этот холодец, да, то, что в тушенке. Это вот на это похоже. А на настоящий холодец оно даже и близко не похоже. Совсем не то. Это то, что я купила, ну, упакованном в баночке пластиковой. Видите, вот. Что-то навряд ли я его столько съем. Хотя холодец полезно, его кушать надо. Но это, ну, никак не то. И мясо такое какое-то перекрученное, что ли. Мне нравится, когда он плотненький такой, домашний, вкусный. Хотя бы чеснок, что ли, сюда добавили. Ты будешь? У меня еще вторая кетозница здесь рядышком. Да хотя бы попробуй. И скажи, как тебе? А его, кстати, кушать нужно. Там нужны и нам жиры, и калории. Как? Пойдет? Ешь. Ну, пресновато, да, немножко? Да, вкуса вообще нет никакого. Да. Просто отварили. Ну, соли если мало, прям вот вообще нечего поесть, то пойдет, да? очень нужны жиры. Это вот прям совсем-совсем крайний случай. Если добавить туда какой-нибудь приправы, посолить, зелень, будет вкуснее. Ну, как сказала моя дочь, если добавить сюда зелени, приправы, и если в крайнем случае, что ну, совсем уж нечего есть, как она говорит, то кушать можно. Но вы понимаете, друзья мои, хочу вам сказать, что у нас не бывает такого, чтобы у нас прям совсем нечего есть. Если я вот по себе, если совсем уж нечего есть, вот накануне мы не приготовили, то спокойно у нас идут жареные яйца, там я добавляю сливочного масла, это мне достаточно. Так что совсем нечего есть у нас не бывает. Так, значит, все, я забраковала покупной холодец, друзья. Не знаю, кому как, может, кому-то нравится, мне он... Вообще вот эта структура, она рыхлая такая, совсем не то, нет. Это не холодец, это, скорее всего, тушенка, но написано было холодец. В общем, такой вот полувкусный завтрак, завтрак-обед у нас сегодня. Всем желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, ешьте и поправляйте свое здоровье. Самое главное, питайтесь правильно, потому что правильное питание – это залог нашего крепкого здоровья. Всем пока!